Это все сфагнум. Очень-очень много сфагнума. Он, конечно, подсохший, но от этого он не менее сфагнум. Ну, не песни знаю. пойте. Да. Я буду на органе Свистите. играть. Ага, Поглядывайте по сторонам. Так Да вот всё нормально. всё. Карину надо. Ну, удачи. Хорошего дня. Медведь мне не готова. Я могу люблю, а она будет. Я вижу, как это долго нам еще Ну, идти? я же говорю, болото вот только начинается, так оно вот уже отсюда идет. Нам просто нужно найти место, где нет деревьев. Тут есть. О, это сфагнум. Да. Я его вижу. Сверху подсохший. Километров на 30 отсюда сплошной сфагнум. У меня дети такие говорят, а давай вторую заведем только в нашу комнату. Я говорю, нет, я не готова ко второй змее. Они вообще такие прямо плодовитые. И, кстати, я читала теорию, что чем злее змея, тем более она, самец на ней. Более он такой активный. Ну, Ну, вот, собственно, не знаю, можно еще погулять, но вот тут уже, мне кажется, подходящий сфагнум. Никаких елок тут нет. Нам же подсохший нужен, чтобы речь тащить было. Ну, он в любом случае легкий. Да? Ну, да. я как тащила пару мешков Нет, ну если, мокрого. конечно, специально, ну, очень много. То есть прям сильно подсохший. Нет, он же намокает при желании. Ой, Леша, шикарный просто мох, давай снимай. Снимай, какой шикарный мох. Дай мне пакетик. Не, я думаю, давайте набирать уже, когда будем точно назад идти, да? Я буду набирать сейчас. Боишься, он куда-нибудь денется? Я просто хочу, чтобы... Блин, это Наконец-то поселить в болотный. хотя бы во что-нибудь. А то они Улитки вообще, да, сфагнум самое то для них. Так красиво, так. Слушай, они Они будут его жрать? чистые. А? Жрать будут? Нет. Вот я У меня всегда в муке. В общем, вот у нас чистый мох, без всяких иголок. Это значит, рыдать. Нет, почти тут немножко есть, но это фигня Не знаю, по сравнению с тем, что бывает. В общем-то, у нас здесь болото, мох подсохший, потому что такое лето. Вот, собственно, он такой. Но, учитывая, что большинство мха все-таки пойдет улиткам и змеям, то это не принципиально. Потому что он там сохнет очень быстро. Супер. Вообще классно. Я Прям помню из леса. такими. Ой, какой. Слушай, а там такое Промыть-то надо будет, количество конечно, немножко, но в целом хвойных. мы нашли вот довольно-таки сохнут от хвойных сразу же. такое чистое. Ну, они, не знаю, Экспедиция за мхом. Успешно началась. Главное не потонуть в болоте. он такой чистенький. Я сейчас все буду рисовать сейчас. Ну какой длиннющий. Поиграть. Такой прямо вообще длинно, да? Но здесь надо будет промывать. Грязненький такой внизу. Можно, в принципе, вот так сделать еще раз. И грязненько оставить. Я так Ира. иногда делаю, да. Как ты думаешь, надо будет его промывать? Надо будет, потому что внизу вон много такой землистой грязи. Ну, Торф ладно. образовывается уже. Такое не грех и промыть. А почему его Один раз. нужно... То есть им плохо даже, когда немножко торта есть? Ну, вообще, в принципе, говорят, что можно вместе с мхом принести домой змеиного клеща. Поэтому тоже желательно обработать. Вот. Кто держит лягушек, там говорят, что просто промываешь и все, в принципе. Потому что ничего такого уж плохого там нельзя принести. Змеи здесь очень важный пункт по поводу змеиных клещей. Хотя, конечно, я не знаю, насколько вероятно действительно принести змей вместе с мхом, потому что... Ой, змей, говорю, клещей вместе с мхом принести. Было бы неплохо. Змеи вместе со мной. Да, это было бы хорошо. Но это еще меньше вероятности, чем с клещами. Я, в общем, немножко вот это грязное сама убираю, потому что так будет потом проще, чище. Он какой чистенький. И то, что подсохший, я говорю, это не беда, потому что все равно в террариуме все сохнет очень Такого же быстро. цвета будет, Да, да. очень быстро, поэтому... Но он, в принципе-то, живой, то есть если макушки подсохшие, это не беда. Блин, да чистый мох с фагном, это такое, нельзя Не верится, да? так. Да, не Я верится потратила, вообще. наверное, часов 6 в общей сложности. Его чистить, да, от иголок, если ты такой привередливый, то, как я, например, это вообще жесть. Да, А а тут- спина так болела, когда я все Да, перебирала. у меня тоже, я еще промываю, тоже его Я промываю. промывала 3 или 4 раза.
а потом сидишь, ковыряешься, вытаскиваешь иголочки. А знаете, самое интересное, я закинула все вот это в террариум, в контейнер, и смотрю сбоку, гнилая иголка. Думаю, как? Да ладно. Кстати, если заливать вот 95 градусов водой, это уже не страшно. Подумаешь, иголка, там ничего страшного не будет. По крайней мере, змее точно. Ну да. Я, кстати, и в улитку не кладу, когда немножко иголка есть. Я вообще не парюсь по этому поводу. Но я всегда заливаю его сначала. И что касается коры, кстати, я читала тоже, что если кора даже как новая, если ты ее промываешь и потом либо проваливаешь, вот так, вот прям болото. В принципе, забудется, то мне кажется, шутить это. Блин, я тут затону, по-моему. Прыгай. Привет тебе. Привет тебе из болота. Собираю сухой и влажный. Будет у меня разнообразие. Он какой классный. Чистенький, длинненький мох. Он так, знаешь, что прямо... Кстати, совсем не мокрый и не зыбко. Ясно. Я к вам достала иду. Там у тебя зеленый почище, чем у меня. Да, да, там хороший. Сейчас я сначала еще немножко тут. Ну, в общем, мы находимся на болоте. Вот, в сторону Риги. Мы проехали Изборск, и это, то есть, получается, чуть дальше Изборска, километров на сколько? Километров на 20, наверное, и вглубь леса. Здесь чистое болото, хорошая экология. Но я думаю, многие знают, что такое Изборск. Вот. Псковская область, чистые места. И мох мы собираем, тоже очень чистый, потому что тут болота, никаких сосен и так далее. И самое главное, что мы делаем, это просто его хватаем, но немножко еще отряхиваем. Вот таким вот образом. Слегка отряхиваем и берем, потому что, в принципе, он довольно чистый. Чуть-чуть тут есть некоторых таких, там где-то листик попадется, где-то травинки какие-нибудь. Поэтому лучше это немножко отряхнуть, и тогда уже вообще замечательно все просто. Вот. Здесь у нас, правда, мы не встретили никаких рептилий, только лягушечек. Вот. Так что гадюк, наверное, не будет. Но зато есть много чистого и мокрого мха. Вот, собственно, и все. Это уже немножко грязный. Это я брать не буду. Вот так вот раз мы отряхиваем. Вот здесь вот листик попался, тоже сразу убираем. Так вот. Так лучше, чтобы дома было меньше грязи. Так раз его, и все. Ну, в общем, вот видно мох, прям вот целиком, да, какой длинный. Вот снизу это отмирающая часть. И тут можно увидеть, да, вот все это, когда у него начинает отваливаться, вот эти палочки нижние, они уже бесполезны, в принципе, для террариума. Поэтому можно нещадно его так вот обтряхивать. И все, что лишнее, оно обтрясется. Потому что оно, когда чуть-чуть подсохнет, сразу будет обсыпаться. Потому что это отмирающие части. Вот они. Которые потом переходят в торф. Поэтому трясти его можно нещадно. Нам главное вот эта зеленая часть, в принципе. Потому что это, ну, для улиток тоже хорошо, да, объем даст. Потому что это лучше толстый слой. Но надо учитывать, что все вот это отмирающее, оно потом обсыпется очень быстро. Так, вот здесь можно, да, пройти? Вот по сухому, смотри, где следы. Класс, посмотри, какой чистенький. Это просто рай, рай, сфагнумовый рай. Это обалдеть. Дальше. Класс. Блин, это круто.
просто сказка для террориста. Просто вообще, это типа оазис террорист. Посмотри на это. Да, здесь он немножко подсохший, но вот внутри он уже нормальный, зелененький. И немножко листьев тут есть, но это не страшно. Самое классное, что здесь нету иголок, этих вечных иголок. Тут прямо можно такими большими брать, такими вот, о, прелесть просто прелесть. Чуть-чуть сразу от листиков почистить, чтобы дома вообще не париться. Возьмем. О, какая лепешка. Почти коровья лепешка, только с пагном его. Он клевый. Он улетел! Опа, прилетел. Он любит людей? Хочет быть террариумным животным. Чего? Говорят, что он очень сильно кусается. Ну, Я тебя не его- пущу, Не надо его так, Ты он никуда не испугается и полетишь. укусит. что попробует. Нельзя это самое преграждать путь, наверное. Да, Он конечно. испугается и укусит. Слишком сухо. Под корягами классно, что корягами он более влажный. То есть он только снаружи чуть-чуть сухой, а внутри, ну, да, не с этой стороны. С северной стороны надо брать. То есть за этой корягой. Вот, даже здесь видно, кстати, посмотри. Видишь? Вот с этой стороны он чуть южно, он совсем засох, а здесь вот он какой вот. Чуть-чуть сверху берешь, он весь зеленый, более-менее чистый. Ну да, может сейчас кого-нибудь найдем. Найти бы кого-нибудь, правда. Всем растениям полезно Прореживание. прореживание, да, прореживание. Вот Дина правильно вспомнила слово, которое я не могу вспомнить. Так, мне нужно зеленое. Можно зеленый, надо отжимать, потому что он слишком мокрый. Законно вообще. Да, это законно. Чистый мох, это законно. Офигеть. И споры на нем. Смотри, зелененький какой. Вот и твою орхидейку свою тоже. Вот скажи мне, вот я сейчас приду, что я делаю? Я ее Вытряхиваете. все там, что промываю Смотрите корни. корни. Но. Нет, там будет видно, если гнилые есть, их обрезать надо до живого. Блин, я не знаю вообще, как они выглядят нормально. Зеленые такие, белые или зеленые? А гнилые это гнилые. Гнилые, они будут в руках, ну, разваливаться, как гнилое яблоко там, как что-либо другое гнилое. Как выйти. Ну, мягкое такое, гадское. Они могут быть красными, это когда у них всякие бактериальные заболевания. Могут быть просто гнилые, типа черно-зеленые, такие темные. Это если их подсушили, а потом замочили. А если они красные, то значит болезнь. Потом в Максиме замочить, если такое. Ну, там, если что, ты мне напиши ВКонтакте, как пройдет осмотр корневой Им системы. не надо как-то мох специально готовить, потому что в орхидею туда пить. Тоже так же, вот как водой, говорю, горячей, 95 градусов. Типа. Но я его сначала промываю, и он у меня мокрый, потом я заливаю его такой водой. Ты Мне страшно, потому что Кипяченый, иначе сразу умирает, а? кипяченый Да, загреваешь? 95 градусов. Именно 95, не 96. Ну не знаю, там я читала 95, типа, я так и говорю. Ну ты просто с чайника льешь или что? Из чайника, да. Но я лью на мокрый, он у меня остывает сколько-то? Минут 20 я остужаю чайник, потому что много там надо воды. Чайник большой получается, полностью наполненный, и я его остужаю минут 20, потому что я не хочу, когда я как-то заливала, вот прям как, мне кажется, вот идеально 95, сухой мох, он потом все дохнет. Можно, в принципе, еще, кстати, тоже очень хороший результат, просто замочить его чистой водой на ночь или на сутки. Я на 1,5 суток замачивала. Вот, в принципе, этого достаточно. Я 2 раза так делала.
экспедиции за мхом. Не, классно, на самом деле, очень-очень классно. Очень классно. Никаких тебе иголок, ничего. Бери и радуйся. Это просто потрясающе. Посмотри, какая красота. Этот островок, он просто чудесный. Немного ноги промотают, конечно. Но что поделаешь? Ты хочешь полозу? Так он, видишь, высохнул у тебя. Совсем Какая сухой. точно так же размачивается. Если слишком пересушенный, он потом рассыпается. Нет, ну если вы сухой, да я знаю, я с ним много работала в строительстве там и так далее. В строительстве из мха? Так, Что эти строить? трубы им конопатят. Даже если он 10 лет пролежал, его просто водой сбрызнешь, после этого он точно так же восстанавливается. Ну, в террариумах просто, но в террариумах другое. Он начинает рассыпаться, то есть вот эти маленькие волоски все отваливаются и просто становится как мусор. И он в воздух поднимается. Я набираю пакет для Лины и для подружки Лины. В общем, всем, кому пообещала привезти. Им выбираю позеленее мох, так что пока в болоте сижу. Ноги промокли, по-моему, уже. Но это малая цена за такой шикарный мох. Потому что это просто восхитительный мох. Такой чистый, хороший мох. Кое-что выбрасываю сразу, так чуть-чуть попадается немножечко. Каких-то листиков таких, веточек, травинок. Но это по сравнению с лесным мхом обычным, это, конечно, просто шикарно. Такой хороший мох. И вот пакет с хорошим мхом по блату, который я собираю для девчонок. Для улитки, для паука и для этого региуса Лина. Собственно, я вот подскользнулась тут. Мне кажется, я стала немножко проваливаться в болото. И вот немножко мха сошло. И вот мы можем наблюдать, как формируется торф, да? Вот здесь уже разлагается, здесь всякие вот эти палки, коряги, это все разлагается под мхом, под сфагнумом. И вот здесь уже образовывается что-то напоминающее торф, да? Вон, смотрите. Тут даже видно, да, что это вот будущий торф. Так что торфяное болото у нас тут такое хорошее. Но, по-моему, я немножко утопаю в нем. Сейчас я еще хотела сказать, что скоро я тут собираюсь флорариумы сажать, и мне тоже нужен мох. Плюс желательно пересадить всякие бромелевые там и орхидеи. И это все тоже нужен для этого мох. Потому что мох прекрасный субстрат для них. Вообще, кстати, некоторые вообще его используют как дренаж в горшках. Тоже хорошо, учитывая, что он обладает антисептическими свойствами. И как дренаж он тоже хорош для растений, которых могут загнивать корни и такие всякие штуки. Не очень приятно случается. Поэтому даже как дренаж его используют очень даже неплохо, я считаю. В общем, мох он нужен везде. Просто везде. Не только в террариумистике, но и в комнатном цветоводстве. Особенно для тех, кто любит всякие такие вот растения, типа эпифитных, бромелевых. Тем, кто любит орхидеи. Очень красиво. Мне нравится, когда мох приживается в горшке с орхидеями и растет там прям зелененький такой. Это вообще здорово. И орхидеи хорошо, и очень красиво это все выглядит. Очень эстетично, очень здорово. Так что мох у нас имеет вообще неограниченное применение.
Он нужен везде. В основном, конечно, мне в таких больших количествах он нужен для змей, потому что это все такой сменный субстрат, который подсыхает, который пачкается, который надо менять. Но он очень красивый в террариуме и держит влажность, и как антисептик хороший. Ну, в общем, просто идеальный субстрат, но его надо набирать. Потому что если покупать, наверное, разоришься. Как сейчас все продают по 50 рублей за литр. Но это же просто ни в какие ворота, учитывая, что в террариум нужен не литр, а как минимум, даже если в маленький, ну там литра 2-3 для малыша какого-нибудь, да, мелкого. Если большой террариум, там сразу литров 10 надо. То есть один раз положить 500 рублей, ну это как-то вообще ни о чем. Вот. Незаменим он, конечно, для тех, кто держит амфибий. Это вообще незаменимо. Тут просто укоренять всякие растения сфагнуми просто замечательно, просто. Потому что он предотвращает гниение, ускоряет приживаемость и образование новых корней, потому что он воздухопроницаемый, держит влагу, ничего там не плесневеет, не гниет. В общем, для всяких растений приживаемость повышается, укореняемость повышается. А в террариумах, в таких всяких вот природного, да, типа, там нужно укоренять всякие растения, тоже с фагнуми хорошо. Делаешь подушечку из фагнума и сверху. Поэтому мох с фагнум это просто золото. Но найти его чистым, ну, довольно сложно. А вот у нас тут болото с чистым мхом, поэтому нужно не лениться, а собирать. Чем больше, тем лучше. Сегодня 2 сентября у нас, но у нас очень жарко. 22 градуса в тени. Вот, а на солнце не знаю сколько, но жарко. Особенно, когда ты без устали собираешь мох. Так что, хотя, ну поэтому и мох такой подсохший, да, что у нас лето было жаркое очень. Зато нагулялись со змеями. В принципе, что тоже очень хорошо. Я думаю, что здесь в другие года здесь не подберешься так к середине болота, к этого болота, потому что будет все мокрое. А сейчас прям так сухо, что даже можно из самого центра брать такие вот большие комья с мхом. И вот наш улов! В общем, мы молодцы. Это даже тяжело нести, так что мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Мне помощник нужен, чтобы все это утащить. Вот целую гору мха. Мы молодцы. Может быть, нам еще понадобится, конечно, в этом году съездить. Это посмотрим. Может, еще и продолжение снимем. Видите, мне не остановиться. Я даже не могу посидеть спокойно, потому что очень хочется мха. Вот. Так что мы молодцы. Потом как раз мы сможем, пора уже улиткам менять там мох. Всем все заменим. Может, еще и видео с улитками наконец-то снимем. Так что подписывайтесь на наш канал и собирайте мох сами.